Всем привет, с вами Светлана. Говорят, что Румыния – это одна из самых дешевых стран Европы. Но так ли это на самом деле? В этом видео я собрала самую актуальную информацию, основанную не на теории, а на реальных цифрах. Мы детально проверим стоимость аренды продуктов, транспорта и услуг. Я покажу, на чем можно сэкономить, и вы узнаете, сколько нужно денег для комфортной жизни в Румынии. И самое интересное, мы сравним с Болгарией и узнаем, где жить дешевле, а где дороже. Те, кто давно следит за экономикой региона, хорошо помнят времена, когда Болгария и Румыния шли почти рядом. Еще в 2016 году у обеих стран минимальная зарплата не дотягивала до 250 евро. Тогда это были очевидные аутсайдеры Евросоюза. Страны, которые стояли рядом почти во всех рейтингах. Но сегодня ситуация уже совсем другая. Румыния совершила мощный рывок и заметно оторвалась вперед. Причем особенно хорошо это видно не просто по минимальным зарплатам, а по минимальной зарплате с учетом паритета покупательной способности, то есть с поправкой на уровень цен. И вот здесь разрыв выглядит уже не косметическим, а системным. По этому показателю Румыния поднялась на 12 место в Европе, обогнав Португалию, Словакию и Чехию. То есть речь уже не о локальном улучшении, а о серьезном изменении позиции страны внутри Европы. Что стоит за этим экономическим успехом? Во-первых, масштаб. Население страны 19 миллионов человек. ВВП приближается к триллиону долларов, обеспечивая стране 37 место в мире, а в ряде других рейтингов 34 место. Румыния занимает стратегически выгодное положение в Восточной Европе и обладает более крупным внутренним рынком, чем соседняя Болгария. И, возможно, никакого экономического чуда здесь нет. Но сухая статистика говорит сама за себя. Помимо роста экономики, важную роль играет и малый бизнес. Но о нем мы отдельно поговорим чуть позже. В практической части, когда перейдем к доходам и реальным возможностям внутри страны. Но экономика – это не единственный козырь Румынии. Паспорт страны вышел на второе место в рейтинге Nomad Passport Index. По доступности недвижимости Румыния входит в топ-3 в Европе. Средняя цена квадрата в новостройках составляет около 1500 евро. Дешевле только в Боснии и Греции. Болгария перешла на евро, а Румыния сохраняет национальную валюту лей, которая периодически слабеет по отношению к европейской валюте. И это не просто технический момент для экономистов. Это напрямую отражается на кошельке. В феврале 2026 года официальная инфляция в годовом выражении составила 9,3%. И по этому показателю Румыния по-прежнему удерживает первое место в ЕС по уровню инфляции. Именно поэтому мы решили уйти от абстрактных разговоров и показать, как эти цифры бьют по реальному семейному бюджету. За основу мы взяли опыт наших знакомых, 73 человек, которые переехали в Румынию. Целый месяц они очень внимательно записывали абсолютно все расходы, от аренды и коммуналки до чеков из супермаркетов и трат на досуг. И сегодня мы разберем их бюджет буквально до последней леи, а заодно сравним цены с Болгарией, чтобы понять, где же дешевле, а где дороже. Промежуточный вывод здесь очень показательный. Экономика Румынии действительно активно растет за счет благоприятного климата для микробизнеса и IT-сектора, а по покупательной способности минимальной зарплаты страна уже обгоняет часть соседей. Но этот рост идет вместе с самой высокой инфляцией в Евросоюзе и слабеющей национальной валютой. А значит, главный вопрос не в том, насколько красиво выглядит статистика, а в том, сколько в итоге остается у семьи после всех обязательных расходов. Продукты, кафе, бытовые товары и техника. Теперь переходим к самой чувствительной теме – повседневным покупкам. Именно здесь у многих и ломается старая картина о дешевой Румынии. Небольшая подсказка для удобства. Все цены в румынских леях можно просто делить на 5, чтобы сразу получить сумму в евро. Это значительно облегчает восприятие цифр и позволяет быстрее понимать масштаб расходов. Чтобы составить объективную картину цен на продукты, мы отправились в популярную сеть супермаркетов Kaufland. И сразу небольшой лайфхак. Если у вас нет румынских монет для тележки, отлично подходит монета в 20 центов. Проверено экспериментально. А товары местного производства найти легко, они отмечены сердечком в цветах румынского флага. Давайте посмотрим на основные продукты, которые покупают чаще всего, и сравним их стоимость с прошлым годом. Белый хлеб 500 грамм стоит 72 цента. За год он немного подешевел. Раньше такой хлеб обходился почти в 1 евро. Молоко 1 литр, жирность 3,5% стоит 2 евро. Здесь мы видим рост. Год назад цена
составляла 1,5 евро. Растительное масло 1 литр подорожало до евро 60 центов по сравнению с прошлым годом, евро 50. Сахар 1 килограмм демонстрирует завидную стабильность, 80 центов. Цена за год не изменилась. Йодированная соль 1 килограмм подешевела с 60 до 40 центов. Мука 1 килограмм подорожала с 40 до 54 евроцентов. Макароны Барилла 500 грамм стоят от евро 18. Год назад стартовали от евро 16 центов, а макароны эконом-класса обойдутся всего в 76 центов за полкило. Рис упаковка 900 грамм, евро 92. Десяток яиц заметно вырос в цене, 2 евро 60 центов, против евро 80 годом ранее. Есть и любопытная находка. Горох и гречка по 500 грамм производства в Болгарии стоят евро 32 и евро 40 соответственно. Ирония в том, что в самой Болгарии мы таких продуктов на полках не встречали. Отдельно стоит сказать про мясной отдел. В Румынии очень большой выбор сосисок, колбасы и нарезанных мясных изделий. Это сразу бросается в глаза. Свинина сейчас стоит от 2 евро 78 центов за килограмм по акции, тогда как год назад цена начиналась от 5 евро. Курица, наоборот, подорожала от 3 евро 70 центов за килограмм против прошлогодних 3 евро 10 центов. Говядина обойдется в 3 евро 40 центов за 100 грамм. Сосиски стоят от евро 38 центов за 300 грамм. Креветки 500 грамм 12 евро 20 центов. Теперь молочные продукты. Кефир 1 литр остался на прежнем уровне, евро 3 цента. Сливочное масло 80% 200 грамм подорожало до 2 евро 70 центов. Год назад стартовало от 2 евро 20 центов. Сыр обойдется в 2 евро 10 центов за 100 грамм. Дальше овощи и фрукты. И здесь особенно интересно сравнивать магазин и рынок, потому что интуитивно многие ждут, что рынок будет дешевле, но в Румынии это работает не всегда. Капуста 58 центов за килограмм. Сладкий перец в супермаркете стоит 3 евро 60 за килограмм, а на рынке за него просят уже 6 евро. Один огурец обойдется в евро 0,8 центов. Морковь 56 центов в магазине и евро на рынке. Лук 40 центов за килограмм в магазине, розовый лук на рынке стоит 2 евро. Картошка по акции 30 центов, а сетка за 2,5 килограмма обойдется в 2 евро 60 центов. Яблоки 1 евро за килограмм, польские стоят евро 10. На рынке их можно найти от 60 центов. Апельсины и бананы евро 40 центов за килограмм. Лимоны 2 евро 40 центов. Сливы в магазине стоят 2 евро 50, а на рынке цена взлетает до 8 евро за килограмм. Черника 300 грамм 5 евро. Груши на рынке 3 евро, клубника 8 евро. Очищенный грецкий орех на рынке продают по 10 евро за килограмм. И вот еще одна неожиданность для бюджета. Ананас в Румынии обойдется всего в 2 евро за штуку. Для сравнения, в Болгарии он стоил почти 4 евро, а точнее 3 евро 98 центов. И на таких мелочах очень хорошо видно, что в одной категории страна может приятно удивлять, а в другой наоборот. Теперь кофе, чай и сладости. В румынских магазинах ассортимент чая и кофе заметно шире, чем в Болгарии. И для кого-то это мелочь, а для кого-то важная часть качества жизни. Пачка черного чая стоит 2 евро 34 цента. Растворимый Nescafe Gold, стеклянная банка 90 грамм, 5 евро 90 центов. Килограмм молотого кофе 20 евро. Баночка меда с грецким орехом 350 грамм обойдется в 7 евро 60 центов. Шоколад Милка 100 грамм подорожал до 2 евро по сравнению с евро 40 год назад. Коробка конфет Ferrero Rocher 90 грамм 10 евро 90 центов. Питьевая вода 1,5 литра стоит 60 центов. А теперь посмотрим, что происходит, если питаться вне дома. И вот здесь суммы уже начинают расти заметно быстрее. Быстрый перекус в румынском Макдональдс. Гамбургер подорожал евро 40 центов до евро 60. Чизбургер евро 80 был евро 50. Двойной чизбургер 3 евро 65 центов был 3 евро 50. Биг Мак 4 евро 25 центов был 3 евро 88 центов. Стакан Кока-Колы евро 50. Если говорить про средний ресторанчик у моря, картина такая. Мидии в соусе 900 грамм 13 евро. Жареная хамсе с мамалыга 200 грамм около 9 евро. Картофель фри простой 200 грамм 3,70. Овощи на гриле 150 грамм около 5 евро. Итальянская пицца 500 грамм около 12 евро. Салат микс 250 грамм около 5 евро. Рыбная уха 350 грамм около 8 евро. Куриный суп по-гречески 350 грамм 6 евро 50
центов. Ризотто с креветками 350 грамм 15 евро. Десерт тирамису 170 грамм почти 6 евро 87 центов. Чизкейк 200 грамм около 8 евро. Блины с вареньем 150 грамм около 6 евро. Шарик мороженого 50 грамм 2 евро. И вот здесь становится особенно заметно, если дома еще можно маневрировать за счет акций, то питание вне дома быстро переводит расходы в совсем другую категорию. Теперь средства ухода и товары для дома. Это те траты, которые не всегда бросаются в глаза, но именно они очень часто раздувают семейный бюджет. Зубная щетка Colgate стоит 65 центов. Зубная паста этой же марки евро 82. Шампунь Head and Shoulders 300 мл обойдется в 4 евро. Шампунь Wash and Go подорожал до 3 евро 23 центов против 3 евро 18 центов год назад. Твердое мыло Dove евро 22. Мыло Palmolive 1 евро. Жидкое мыло Dove стоит 4 евро. Другие марки стартуют от 3 евро. Станки для бритья жилет начинаются от 2 евро 20 центов. В прошлом году стартовали от 2 евро. Мусорные пакеты 35 литров 30 штук подорожали до 90 центов. Год назад стоили 78 центов. Туалетная бумага эконом-класса 2 евро 32. Стиральный порошок Persil на 50-60 стирок стоит 18 евро 80 центов. Ариэль на 80 стирок 17 евро. И отдельную пару слов о технике, потому что комфорт в современной жизни это не только еда и коммуналка, но и электроника, без которой многие уже не представляют ни работу, ни отдых. Так, iPhone в Румынии 17 Pro Max, цена 7418 лей, 1490 евро. Премиальный ноутбук Apple MacBook Air M3 1249 евро. Для более скромных задач бюджетный ноутбук Lenovo обойдется в 240 евро. Телевизор диагональю 40 дюймов можно купить от 180 евро. Точную сумму расходов на бытовую химию высчитать сложно, потому что привычки у всех разные. Но в среднем семья наших знакомых тратит на нее около 50 евро в месяц. А если сложить всю корзину продуктов питания и бытовых покупок за последний месяц, то семье из 3 человек она обошлась в 750 евро в месяц. И здесь есть очень важная оговорка. Эта цифра достигнута при активном поиске и использовании акционных предложений в магазинах. То есть это не расслабленный бюджет, это уже бюджет, в котором люди смотрят на цены и стараются покупать рационально. Жилье, аренда, покупка и коммуналка. Теперь переходим к самому тяжелому пункту расходов в жилье. И именно здесь очень часто решается вопрос, кажется ли страна доступной только в теории или остается доступной в реальной жизни. Румыния удерживает первое место в Евросоюзе по проценту жителей, владеющих собственным жильем. Болгария тоже находится в топе этого рейтинга, но немного уступает, и при этом, несмотря на высокую долю собственников, рынок аренды остается очень активным. Если вы хотите искать квартиру как местный житель, основным ресурсом будет сайт allx.ru. Также популярны специализированные площадки story.ru от группы allx, immobiliare.ru, imradar24.ru и romimo.ru. Хотя на них база объявлений меньше, чем часто встречаются предложения напрямую от собственников. Для анализа цен мы выбрали 3 ключевых города: Сибиу, один из самых красивых исторических центров страны, морскую столицу Констанцу и столицу Бухарест. Сибиу – исторический город. Что интересно, цены в Сибиу за последний год практически не изменились. Студия от 240 евро. За 300 евро не в центре можно снять полностью укомплектованную квартиру. Смарт-ТВ, плита, холодильник, сушилка с балконом и парковочным местом. Двухкомнатная квартира от 300 евро. В самом центре от собственника жилье в новом доме с подогревом полов и видеодомофон будет стоить около 500 евро. Важное условие – контракт от 1 года без домашних животных. Трехкомнатная квартира от 350 евро. За эту сумму предлагают квартиру с новым ремонтом в новостройках, включая частную парковку, часто с условием только для некурящих. Но если Сибиу это про более спокойную и предсказуемую аренду, то в Констанце цены уже начинают вмешиваться в фактор моря. Констанца – морская столица. Студия от 250 евро. Вариант с полностью новой мебелью и техникой. Первая сдача обойдется в 300 евро. Двухкомнатная квартира от 320 евро. За 300 евро можно найти квартиру с центральным отоплением напрямую от собственника.
Трехкомнатная квартира от 450 евро. Например, просторное жилье в центре курорта Мамая с бесплатным парковочным местом. Но самые показательные цифры, конечно, ждут нас в Бухаресте, потому что именно столица лучше всего показывает верхнюю планку рынка. Однокомнатная квартира-студия. Цены начинаются от 300 евро в месяц. Например, в 4 секторе за эту цену можно найти жилье с условием заключения контракта минимум на год. Двухкомнатная квартира от 300 евро. Но средний вариант в хорошем районе с подземным паркингом обойдется в 550 евро. Трехкомнатная квартира, цены стартуют от 450 евро в месяц. Теперь финансовые нюансы и покупка. При аренде готовьтесь сразу внести депозит в размере 100% месячной оплаты. Услуги агентства обойдутся в комиссию от 1 до 4% от суммы сделки. Но аренда – это только половина истории. Без коммунальных платежей понять реальную стоимость жизни невозможно. В этом году здесь произошли важные изменения. Электричество. Льготная государственная схема тарификации больше не действует. С июля 2025 года ценовые потолки отменены, и итоговая стоимость теперь зависит от поставщика и региона. Тариф для населения составляет от 22 до 26 центов за киловатт-час. Вода. Расход на 3 человек в двухкомнатной квартире составляет около 10 кубов в месяц. В Бухаресте кубометр вода плюс канализация стоит около 2 евро 30 центов. Отопление. В зимний сезон центральное отопление для двухкомнатной квартиры обходится от 80 до 100 евро в месяц. Квартиры с собственным газовым котлом позволяют немного экономить. Квартплата администратирования. Отдельно оплачивается содержание дома, уборка, лифт, свет в подъезде. Базовая ставка 12-24 евро. В новых жилых комплексах с дополнительными сервисами от 30 до 50 евро. Для тех, кто планирует покупку, картина тоже выглядит интересно. Румыния входит в топ-3 стран Европы с самой дешевой новой недвижимостью после Боснии и Греции, со средней ценой около 1500 евро за квадратный метр. В столице однокомнатную квартиру можно найти от 32 тысяч евро, а двухкомнатную в пригороде от 50 тысяч евро. И вот реальный пример расходов семьи из 3 человек за февраль. Электричество 45 евро, вода 27 евро, отопление зимой 90 евро, квартплата 20 евро, аренда 450 евро. Итого за жилье 632 евро в зимние месяцы и около 542 евро в летний период. Аренда жилья в Румынии действительно остается относительно доступной по сравнению с Западной Европой. Транспорт, авто и стоимость передвижения. Следующий важный пункт – расходы на транспорт. Потому что одно дело жить в стране и совсем другое каждый день пользоваться транспортом и понимать, во что это реально обходится. Румыния традиционно была одной из самых опасных стран Евросоюза в плане дорожного движения. В 2025 году показатель смертности на дорогах составлял 92 случая на миллион жителей. По предварительным данным, за этот год ситуация начала улучшаться. Этот индекс снизился до 68. Румыния перестала быть первой в этом печальном антирейтинге, уступив лидерство Болгарии, но по-прежнему остается в зоне риска. Основные причины – устаревший автопарк, дефицит качественных дорог и высокая аварийность с участием пешеходов. Что касается затрат на перемещение, начнем с общественного транспорта. В Бухаресте месячный именной проездной на метро и наземный транспорт обойдется примерно в 31 евро. Для сравнения, год назад он стоил 28 евро. Такси остаются относительно доступными. Тариф варьируется от 51 до 57 центов за километр в зависимости от компании. Ранее стоимость начиналась от 50 центов. Если вы планируете покупку собственного автомобиля, основными площадками для поиска остаются Автовид.ру, более 45 тысяч объявлений, bestauto.ru и publi24.ru. База почти на 100 тысяч машин, а также allx.ru и layumate.ru. Цены на вторичном рынке выглядят так. Volkswagen Golf 2008 года около 350 евро. Renault Megane 2017 год стоит 1670 евро. Volkswagen Tiguan 2009 года 2650 евро. Audi Q5 2022 года 39 900 евро. Но сама покупка машины – это только входной билет. Дальше начинается стоимость владения, и именно она за последний год выросла, особенно ощутимо для бюджета. Топливо. Бензин А95 стоит около евро 79 центов за литр. Дизель перешагнул отметку в 2 евро. Газ ЛПГ 82 цента. Год назад литр бензина обходился в евро 47, а дизель в евро 52 цента. Страховка РЦА сильно зависит от возраста и стажа водителя, истории вождения и мощности двигателя. От 150 до 900 евро в год. Техосмотр от 29 до 41 евро. Виньетка.
Дорожный сбор. Годовая плата за проезд по дорогам страны выросла почти вдвое. До 50 евро было 28 евро. Вывод здесь однозначный. Если в 2025 году содержание автомобиля среднего класса обходилось в семье примерно в 200 евро в месяц, то в этом году эта сумма выросла до 350 евро. Рост цен на топливо и обязательные сборы делают личный транспорт одной из самых подорожавшей статью бюджета. И это уже не тот расход, который можно считать второстепенным или терпимым по умолчанию. Мобильная связь, интернет и досуг. И здесь появляется одна из действительно приятных новостей для бюджета. В отличие от транспорта, сфера телекоммуникаций в Румынии продолжает радовать низкими ценами и высоким качеством. Домашний интернет за скорость почти в 1 гигабит в секунду вы заплатите всего 5-8 евро в месяц. Это даже дешевле, чем год назад, когда цены стартовали примерно от 6 с небольшим евро. В пакет обычно включено телевидение. Если нужны наши каналы, можно настроить IPTV через приставку за минимальные деньги. Мобильная связь. Предплаченный тариф стоит от 5 евро в месяц. При заключении контракта на 2 года можно найти предложение от 3 евро. В такой пакет уже входит безлимитный 5G, минуты и СМС, а также включены бонусы вроде роуминга в Украине и Молдове и подписки на стриминговые сервисы. Для семьи из 3 человек расходы на связь, то есть 3 номера плюс домашний интернет и телевидение, составляют всего 15 евро в месяц. В прошлом году на это уходило около 25 евро. И это одна из немногих категорий, которая в Румынии обходится дешевле, чем в Болгарии. Но как только мы переходим от связи к отдыху и уходу за собой, направление меняется на противоположное. Здесь цены заметно прибавили. Кино. Билет стоит от 6 до 9 евро. Спа и массаж. Поход в спа обойдется от 14 до 43 евро. Было от 12 евро. Массаж стоит в пределах от 33 до 57 евро за сеанс против 20-30 евро ранее. Музеи. Билет стоит от 4 евро 70 центов до 6 евро 30 центов. Было около 4 евро. Стрижка. Мужская стрижка в Бухаресте теперь стоит от 12,5 евро до 20 евро 60 центов. Год назад от 9 евро. Спорт. Фитнес-клуб стал доступнее. Обычный абонемент стоит от 20 евро до 53. Премиум около 76 евро 50 центов. Раньше средний уровень оценивался в 100 евро. Путешествие. Билет на поезд из столицы до Констанции стоит от 8 евро 50 центов до 18 евро 40 центов. Отели 3 звезды в Бухаресте подорожали. От 41 евро за ночь. В хороших локациях от 54 до 80 евро и выше. В прошлом году цены начинались от 27 евро. Вывод здесь очень показательный. Интернет и мобильная связь остаются одной из сильных сторон Румынии. Они стали еще дешевле и качественнее. Но сфера услуг, стрижки, отели, массаж демонстрируют заметный рост цен. Малый бизнес, вакансии и зарплаты. И теперь переходим к самому важному вопросу для любого переезда. На что здесь реально можно рассчитывать по доходам? Причем не только как наемный сотрудник, но и как человек, который рассматривает для себя собственное дело. И вот здесь как раз возвращаемся к теме малого бизнеса, о котором я говорила раньше. Потому что для Румынии это уже не второстепенная деталь, а одна из важных опор экономики. За последние 16 лет количество малого и среднего бизнеса выросло почти на 40%. При этом около 90% из них – это микропредприятия со штатом до 10 человек. Это очень важный показатель. Экономика растет не только за счет крупных игроков, но и за счет огромного числа небольших компаний, которые формируют живую деловую среду и рынок рабочих мест. Бизнес сюда действительно привлекает выгодные условия. Обязательный порог регистрации плательщиков НДС для малых предприятий в Румынии выше, чем в Болгарии. Базовая ставка НДС в Румынии 19%, тогда как в Болгарии 20%. Стандартный корпоративный налог равен 16%. Однако для микробизнеса действуют особые льготы. Если годовой оборот компании не превышает 100 тысяч евро и в штате есть хотя бы один сотрудник, налог можно уплачивать по ставке всего 1% от оборота. То есть, если человек рассматривает Румынию не только как место для наемной работы, но и как площадку для запуска небольшого проекта, микробизнеса или семейного дела, у страны здесь есть вполне прагматичные преимущества. И это тоже часть ответа на вопрос, почему румынская экономика в последние годы заметно ускорилась. Если же говорить о наемной работе, то где искать вакансии, сколько платят в Румынии в этом году? Если вы находитесь в поиске, обязательно сохраните 5 основных ресурсов. OLX.ru – крупнейшая площадка объявлений с огромным разделом вакансий. И eJobs.ru – один из ведущих специализированных порталов по трудоустройству. bestjob.eu – международная платформа с широким представительством в Румынии. Hipo.ru
Work.ru – ресурс, ориентированный на квалифицированных специалистов и выпускников вузов. Undelukram.ru – уникальный сервис, где можно не только найти вакансии, но и прочитать честные отзывы сотрудников о компаниях, изучить рейтинги работодателей и зарплат, что крайне ценно для соискателя. Согласно официальной статистике, средняя зарплата в стране составляет примерно 1808 евро брутто, то есть до вычета налогов. Минимальная зарплата зафиксирована на уровне 794 евро брутто, но уже с июля 2026 года ожидается ее плановое повышение до 848 евро. Теперь давайте посмотрим, сколько платят по конкретным профессиям. И вот здесь особенно хорошо видно, где рынок действительно испытывает дефицит кадров, а где зарплаты по-прежнему остаются на минимальном допустимом уровне. Врачи от 1170 до 3686 евро. По сравнению с прошлым годом нижний порог заметно вырос. Был от 810 евро. Медсестры от 794 до 2276 евро. Здесь виден существенный рост верхней планки, было до 1400 евро. Сварщики от 794 до 2408 евро. Профессия стала значительно более высокоплачиваемой, ранее до 1700 евро. Офис-менеджеры от 862 до 1915 евро. Курьеры от 794 до 2086 евро. Электрики от 794 до 2108 евро. Мерчендайзеры от 794 до 1365 евро. Складские работники от 794 до 1580 евро. Кассиры в магазинах от 794 до 834 евро. В целом безработица в Румынии остается низкой, хотя по рейтингам ситуация различается. В Бухаресте всего 0,45%, в Констанции 2,43%, а в среднем по стране 3,34%. Рынок труда Румынии действительно испытывает дефицит кадров, и это толкает зарплаты вверх, особенно в технических и медицинских специальностях. Но для неквалифицированного персонала доход по-прежнему остается на уровне минимума. Значит, при текущей инфляции вопрос уже не только в том, найдете ли вы работу, но и в том, сможет ли эта работа покрыть реальную стоимость жизни без постоянного финансового давления. Вывод. И вот теперь можно подвести итог. Мы суммировали все основные статьи расходов: питание, бытовую химию, аренду жилья, коммунальные платежи и содержание одного автомобиля среднего класса. Общий итог для семьи из 3 человек составил в летние месяцы 1657 евро в месяц, в зимний период с учетом отопления 1747 евро. Для сравнения, всего год назад аналогичный набор расходов обходился той же семье 1393 евро в месяц. Таким образом, стоимость жизни за год выросла в среднем на 250-350 евро в месяц. И здесь важно понимать еще одну вещь. В эту сумму не включены индивидуальные траты, которые у всех разные. Покупка одежды, школьные принадлежности, расходы на кафе, рестораны и прочие мелочи. А на практике именно эти прочие мелочи нередко решают, остается ли у семьи запас денег в конце месяца или нет. Румыния сейчас это уже не та страна, которую можно автоматически записывать в категорию «очень дешево». Это страна с динамично растущей экономикой и зарплатами, с сильным микробизнесом, хорошим интернетом, активным рынком труда и доступной по европейским меркам недвижимостью. Но одновременно это страна с высокой инфляцией, дорожающими услугами, подорожавшим транспортом и вполне европейскими ценами на многие повседневные категории. То есть главный вывод здесь такой. Румыния может быть финансово комфортной, если у вас стабильный доход, продуманный бюджет и понимание структуры расходов. Но если ориентироваться на старые представления о дешевой Восточной Европе, то реальность может оказаться заметно дороже ожиданий. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.